День 1626. Алекс на связи. В последнее время меня интересует очень вопрос, можно ли все-таки на базе какой-нибудь экосистемы, например, Туя, построить полностью умный дом. То есть не прибегать к каким-то дополнительным серверам, каким-нибудь дополнительным устройствам, стикам, а просто взять, допустим, шлюз от Туя, купить какие-нибудь устройства, поддерживающие экосистему Туя, и просто на основе этого построить нормальную систему умного дома. Но при этом, конечно, хотелось бы, чтобы это не просто было там удаленное управление этими устройствами или мониторинг там через приложение, а полноценная автоматизация, то есть чтобы можно было разработать разные сценарии, и чтобы эти сценарии работали корректно, надежно, без всяких сбоев. В принципе, Туя является больше создателем экосистемы, то есть у них есть специальный сайт, сервер, на котором все это обрабатывается. Там можно делать разные, любой может сделать свои устройства, их там даже, в принципе, небольшая сертификация возможна, и, в принципе, они будут работать в этой экосистеме, то есть практически всеми приложениями будет видеться. Поэтому очень много производителей, они начинают разрабатывать именно для этой экосистемы свои устройства, их адаптировать. И это дает, конечно, большое разнообразие разных устройств, разных производителей. Но у этого тоже есть свой минус. Поскольку сертификация, она не сильно жесткая, не обязательная, то производители делают устройства, которые фактически между собой не очень похожи и не очень совместимы. Например, производят разные шлюзы. Тоже непонятно, какой из них лучше, какой хуже. Есть универсальные шлюзы, которые поддерживают и разные протоколы, и Zigbee, и Wi-Fi, и Bluetooth. И, в принципе, есть, которые работают только, например, там поддерживают только Zigbee. И еще есть разные их версии. Но сейчас, конечно, в основном это версия 3 Zigbee. Устройства бывают и которые подключаются по Ethernet, и которые подключаются по Wi-Fi. В основном по Wi-Fi, конечно, это на частоте 2,4 ГГц, что не очень удобно, потому что, во-первых, этот диапазон очень сильно забит в помещениях, то есть, допустим, в квартире, в домах. И, конечно, иногда эти будут не очень хорошо работать, их нужно где-то размещать так, чтобы они лучше видели роутер и могли нормально работать. Которые подключаются по Ethernet, это уже, конечно, интереснее, это уже стабильное проводное подключение к роутеру. Даже если, в принципе, разместить тоже недалеко от роутера, то это все равно будет гораздо проще сделать, чем подключать по Wi-Fi, и будет работать надежнее и быстрее. Сам Zigbee протокол, он тоже работает на частоте в районе 2,4 ГГц. То есть фактически они друг другу мешают. И если Zigbee шлюз размещен недалеко от Wi-Fi роутера, то, конечно, большие наводки, иногда сигнал очень плохо проходит. И нужно очень аккуратно, внимательно разместить этот шлюз. Плюсом, конечно, Zigbee формата то, что можно построить меж-сеть, то есть это будет каждое устройство, которое питается от сети, оно тоже будет выступать как роутер Zigbee сети, и, соответственно, могут устройства, разные датчики, которые находятся далеко от шлюза, через эти устройства тоже передавать информацию. И таким образом Zigbee сеть, она становится более надежной, больше устройств в ней объединяются между собой, и, в принципе, сигнал сильнее, и можно гораздо лучше сделать покрытие и дальность этой сети и этого взаимодействия. Но есть большой минус, то что если координатор, то есть это основной шлюз, выходит из строя по какой-то причине, например, шлюз выключился, то никакие уже другие способы взаимодействия не будут работать. Поэтому есть еще возможность использовать Wi-Fi устройство, которое напрямую к роутеру подключается
И таким образом можно, например, какими-нибудь умными розетками от Wi-Fi контролировать работу роутеров или шлюзов или других устройств, которые работают с Zigbee. И, соответственно, наоборот, и Wi-Fi можно также контролировать шлюзом, который работает по Zigbee. Например, розетка на Zigbee может выключить роутер и его перекрутить, и, соответственно, таким образом восстановить, допустим, работу Wi-Fi сети. У меня достаточно много используется устройств, которые поддерживают экосистему TUE. Это разные производители китайские, и, в принципе, дизайн у многих устройств очень похожий, но, конечно, из-за того, что это разные производители, они пытаются либо сделать подешевле как-то, либо думают, что сделать получше, и, соответственно, и работа этих устройств сильно отличается, то есть визуально они выглядят одинаково, что, допустим, и Wi-Fi выключатели, например, и что выключатели, работающие на Zigbee от разных производителей, но например, там какие-нибудь светодиоды, они могут работать, во-первых, в разных режимах и быть разных цветов. То есть, например, я покупал несколько выключателей, и на одном, например, там светодиоды зеленые, на других выключателях они синие. Не всегда это удобно, и, конечно, дизайн выглядит очень странно. Но и внутренняя работа у них тоже по-разному устроена, но если использовать фирменный шлюз, то, в принципе, они там выглядят примерно одинаковые. Некоторые распознаются как выключатели, именно кнопочные, а некоторые как сенсорные выключатели. То есть это зависит от того, какой производитель выбрал тип устройства в экосистеме. Ну и, соответственно, если он, допустим, не стал менять, а сделал у сенсорного ПО поддерживающий сенсорный выключатель, сделал работу, скопировал эту прошивку на выключатели с кнопками, то фактически, конечно, в экосистеме это будет выглядеть по-разному. Но в самой экосистеме, конечно, нужно там будет по-разному сертифицировать заново, если меняешь тип устройства. Поэтому, видимо, чтобы сэкономить какую-то лицензию, не оплачивать дополнительно, делают такие комбинации странные. Розетки умные тоже, в принципе, они все похожи, очень много одинаковых, и поэтому возникает сложность, какую из них купить, потому что есть и дешевые, есть и подороже, но непонятно, насколько они одинаково работают или по-разному, насколько у них надежность разная или одинаковая. То есть, конечно, у меня очень много розеток используется, и есть Wi-Fi розетки, и есть Zigbee розетки. Zigbee они еще как роутер Zigbee сети выступают, Wi-Fi они, понятно, что просто подключаются напрямую к роутеру Wi-Fi и уже не выступают дополнительными какими-то роутерами и не поддерживают улучшение Wi-Fi сети. И Wi-Fi розетки, они в основном работают, конечно, напрямую подключаются к облаку, и, в принципе, для них даже их работы не нужен никакой шлюз. То есть можно просто купить Wi-Fi розетку, воткнуть ее там в сеть, подключить ее к приложению, допустим, TUE. В принципе, можно ее даже подключить к системе, например, умного дома Яндекса. То есть добавить в приложение от Яндекса и уже управлять голосом, например, с какой-нибудь колонки. В принципе, это удобно. То есть фактически Яндекс очень хорошо поддерживает такие розетки. Даже можно вообще эту розетку подключить напрямую в Яндексе. То есть не надо даже никаких шлюзов или каких-то дополнительных приложений, потому что Яндекс, он как раз поддерживает полностью работу устройств TUE тоже, именно по Wi-Fi работающих. Поэтому если простые какие-то устройства, например, розетки или лампочки, то приложение от Яндекса их видит как родные, и в принципе это фактически является аналогом полным тех розеток и лампочек, которые сам Яндекс продает. Ну, лампочек тоже достаточно много разных. Есть в разных форматах эти лампочки. В принципе, они и интегрированы. И, допустим, тот же Яндекс пробрасываются, те, которые Wi-Fi. Ну, Zigbee, понятно, они, конечно, не
интегрируются с Яндексом напрямую, то есть через приложение, через облако TUI их можно подключить. Но есть еще такая проблема, что если это, допустим, купить розетку или там лампочку от Яндекса, или даже можно и от Сбера купить, они тоже все работают в экосистеме TUI, но у них есть уникальный идентификатор этого производителя, и были случаи, когда их просто блокировали, и они не работали именно в самой экосистеме, не переставали поддерживаться. Это, конечно, как-то обходили, но фактически такая ситуация не очень приятна с точки зрения потребителя, пользователя. И, конечно, там, надеяться, что это любое купленное устройство будет работать долго, это не очень легко в это поверить после таких случаев. Но это больше касается именно Wi-Fi версии, потому что они напрямую к облаку цепляются. Zigbee версии, они подключаются, во-первых, к шлюзу, и некоторые сценарии могут отрабатывать локально. Но большая часть у TUI, конечно, работает через облако. То есть, например, если нужно через телефон подключиться и подать команду или взаимодействие между Wi-Fi и Zigbee устройством, то, конечно, тут уже без облака не обойтись. И это иногда влияет на скорость работы. И, в принципе, не очень удобно. То есть, всегда соединение идет через облако. И, конечно, иногда может вообще перестать работать. Но в экосистеме есть очень много разных устройств. Есть практически все датчики температуры, влажности и датчики движения. Но они, конечно, не такие симпатичные, как у Xiaomi, но в принципе тоже все работающие. По разным причинам там используются, допустим, другие типы батареек, то есть сами поэтому датчик становится, выглядит и побольше. Есть датчики открытия, они тоже достаточно большие, но в принципе они работают нормально. Эти датчики, конечно, все работают по протоколу Zigbee, то есть для них работы нужен шлюз. Есть еще датчики присутствия, они тоже бывают и Zigbee, и Wi-Fi. Фактически они, конечно, работают, питаются от сети, и их тоже можно использовать в разных сценариях. Плюсом есть очень много разных реле, которые работают в экосистеме TUI. Это могут быть реле и с одним контактом, могут быть и с несколькими контактами. То есть тоже очень большое разнообразие. Также и Zigbee, и Wi-Fi. Есть сейчас реле с сухими контактами из-за того, что много производителей делают. То есть, в принципе, можно много разных вариантов найти в интернете, в магазинах разных устройств. Есть также и разные счетчики электроэнергии, то есть инвазивные, неинвазивные, которые тоже позволяют измерять потребление электроэнергии в доме или в квартире. И даже есть трехфазные счетчики. В принципе, они даже и в большом доме тоже будут востребованы.